Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант. Ну что, цена пришла четко к уровню. Здесь у нас, смотрите, дракона еще такого нарисовали, да, из последнего. Отсюда, если идет. Хребет опять у него некрасивый. Потому что хребет должен быть перекатом. Ну, структура должна быть красивой, более красивая. Здесь оно все как-то резкое. И кто на что обращает внимание на самом деле. У каждого свое. Пришли первый уровень по Binance, да, помните, приходили сюда, тут была проторговка, обратите внимание. Потом 618 уровень. Я говорил, что еще у нас должны выйти, у нас еще были вот уровень Маска, потом вот этот вот мой. А я вот сейчас не могу вспомнить, что я именно отмечал, почему я ставил сюда вот этот, напомню, как сказать, уровень, да, что сюда цена должна прийти. И именно в этом месте у нас произошло переключение свечки. Видите, да, вот здесь. Буквально сколько? Так, 935. А здесь у нас цена, сейчас скажу, 25 947. 935 947. Ошибка на $11, да, получается? 11, 12. На $12 ошибка. Вот здесь. На переключение свечи. Но в любом случае цена пришла к нашим целям. Мои позиции, которые выставлял на эти уровни, позакрывались. И цена также даже зашла в наш ранее отмеченный уровень 25 825. Сейчас посмотрим. Видите, да? Здесь стоял у нас блок. Тоже, что она сюда придет. И сделали как такую как свечку. Мне почему-то здесь в голову приходит не то, что паттерн дракона, знаете, конь встал на дыбы. Сейчас покажу. Вот такая картина. Это кэп. Это кэп. То, что конь сделал свечку, да? И момент, обратите внимание, это не раз опустились, а второй. И вот этот третий заход, и сейчас четко сделали то, что его выкупили. Вот именно с этих уровней Маск, Binance, да, выкупили, и цена ушла выше Binance, выше этих предположений. То есть здесь сейчас идет как разворотная модель пошла. Но опять же смотрим к дракону. Это у нас опять накопление. Еще раз вынос вот в эту область. Это здесь. И обратно подъем наверх. Пока остается все по старому обзору, да, по старым обзорам, то есть накопление, выход к вот этим уровням. Посмотрим, как здесь делают ретест, пойдут ли они вниз. Это у нас 4-часовой таймфрейм. Вот видно, да, как цена здесь сделали этот закол, сброс. И блок выкупили сильный, хороший. На объемы смотрю, ребята, в прошлом, если были объемы, да, то здесь, видите, у нас объемов практически нет. Это вот момент, то, что мне не очень нравится, что объемов нет. И, получается, что продавать некому.
то же самое, да, вон там были объемы, а вот в этой проторговке они ниже. И здесь на спаде вообще, смотрите, да, у нас и объемы идут, вот они, все время вниз падают. И здесь тоже все это дело вниз. По психологическим зонам, вот сейчас мы в нее упираемся. Посмотрим, если цена будет пробиваться выше вот этих блоков, обратно, да, вот в эту область, это положительный момент. То есть они сделали заход, здесь никого нет, здесь рыбы нет, говорит директор катка. Вот и выход наверх. И выход наверх. В общем, вот эту проторговку нам сейчас по-хорошему нужно, чтобы цена зашла в уровень 27 500. Далее 28 250. Такие подниматься. Многие хотели бы, чтобы здесь все-таки вот эта проторговка. Как я и говорил в видео, что возможно сделали бычью медвежью ловушку, то что вот этот выход. В общем, самое интересное то, какое будет распределение вот в этой области. Зайдут и пойдут обратно, ну, к трендовой, вот к нашей подойдут. Трендовая проходит по телам свечей. Зайдут, сделают накопление и выйдут обратно. Это, смотрите, какая красивая картина. Всегда все паттерны, да, вот правильно их как торговать. То есть треугольник там или голова, плечи, которые сейчас, кстати, видят все. Как выторговывать? Цена пробилась, сделала ретест, ушла на высоту этого паттерна. Так же, как и разворот, ну, вот как голова, плечи. Тоже цена пробилась, вот как у нас сейчас, сделала ретест и ушла на высоту этого паттерна. То есть, по-хорошему, должно быть вот так. То есть, на высоту паттерна вот эту область. Ну, у нас получается и первая высота – это высота плечей, вторая высота самого паттерна. Также и здесь у нас высота плечей. Где у нас примерно? Вот отсюда. То есть высота плечей у нас вот к уровню 25 300 должны притянуть. А самого паттерна — 24,44. Это у нас 618 фиба, да, вот здесь. Еще раз повторяюсь, говорю, вот как в прошлых видео показывал, да, что сделают этот заход, и вот здесь насколько вниз пойдет. Если вот здесь пойдет и будут большие объемы на продажу влетать, то они цену развернут. Причем развернут полностью. И это получится у нас как двойное дно такое. И примерно с вот этого уровня. Ну, как раз от вот этой верхушки. Я ожидал, что раньше развернут. Возможно, я был прав в тот момент, когда я говорил, что у нас отсюда вот этот разворот, и после ретеста пойдут вниз, и даже могут не дойти до вот этого уровня. Вот здесь у нас может очень уже много налипнуть медведей, вот именно в этой области, которые и понесут назад. То есть даже ниже вот этих уровней не пойдем.
потому что у нас здесь и Binance, CZ, здесь у нас пониже Маск, который подсказывал тоже свои моменты. Ну, он не подсказывал то, что мы увидели, то мы увидели. И как раз у нас сейчас начинается, помните, да, окно повышенной волатильности. И под конец этого месяца тоже посмотрим. Интересная картина будет. Всем удачи, спасибо за внимание. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Торгую я, слушайте внимательно, на бирже BinX через терминал TradingView. Важные два момента – это изолированная маржинальная торговля и стандартные фьючерсы. Это позволяет из всей моей подушки, маржа, да, моя вся, из всей моей подушки, я когда в позицию стою, я кусочек взял, поставил в позицию. Еще кусочек взял, поставил в позицию. И они, каждые изолированные, эти блоки, да, на которые я встаю в позицию, они изолированные друг от друга. То есть это с одной суммы, там, тут с другой суммы. И плечи в некоторых разные, там, в каких-то 50-е плечи, в каких-то 25-е, в каких-то 100-е, даже 150-е плечи иногда забираю позиции, когда вижу, откуда, ну, когда есть точка сильного разворота. Еще раз, изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Раздельная, получается, торговля. Каждая позиция отдельно от другой. Это важный момент. Все, присоединяйтесь к нам на биржу BinX. Приходите ко мне в Twitter и Telegram-канал. Также у нас есть закрытая платная группа, через которую вы можете зайти на Атланта. Это вот этот график с 4 таймфреймами: дневной, 4-часовой, часовой, 15-минутный, на котором все это расписано. И самое главное, Атлант указывает, в каком направлении мы направляемся. Здесь вот была расторговка, да, вот здесь на сброс, и он начал разворачиваться, да, и здесь разворот показал. Сейчас, но лонг приоритет. После такого сброса сейчас в данный момент лонг приоритет. И здесь была перепроданность тоже. Перепроданность была. Уровень 618. Еще раз сделали закол к Маску. Возможно, даже это он, его детище. Сбор. И побольше откупили, и пошли разворачиваться. Сейчас пока посмотрим, да, какое здесь накопление. Но опять же, все это наверх смотрит в данный момент. И еще в группе, да, скидывал. Постоянно, смотрите, откупают. Матик на 18. Я, кстати, тоже небольшой блок Матика взял. Клевер откупил. Это уже 18-я покупка по Клеверу. Тоже сумма, конечно, сейчас не очень, потому что он просел сильно. Но в целом объем самой монеты хороший. Старые проторговки. Так, Линк кто-то, видите, да, тоже блонг Линка на 11 биткоинов. Би на 47 выкупили. XRP там на 45 выкупили, тоже выше. Даже такие моментами желательно смотреть. Я сейчас не утверждаю, но тоже можно предположить, что здесь у нас был как такое дно. Но вот в данный момент, видите, да, структура, выход, и уперлись в эту зону. Сейчас посмотрим, как здесь расторгуются. Еще раз. Я полагаю, что поднимемся к трендовой. Возможно, к вот этой. Вот основная желтая идет, да, это по фигуре. И по делам свечей белая вот это проходит. То
есть вот в эту область. Потом отсюда развернемся, опять пойдем вниз, это как ретест сделали. И вот на этом походе вниз, если здесь большие объемы налипают на шорт, приоритет, который, скорее всего, под уровнем 26, 3 шестерки, вот здесь, скорее всего, они все прилипнут. Посмотрим на фон, то здесь могут сделать вот этот, опять же, похожий на этот закол и выход наверх. Ю-образный. Ну и здесь тоже у нас есть вот такая вот структура. Помните, да, в прошлом видео? Ох, прямо сейчас вот красиво они его сделали. И, возможно, вот такой вот выход будет. Вот вам и Тесла, и сатанинские знаки, и Tesla Model Y, про который я тоже говорил в том видео. И помните этот «Назад в будущее» или «Вперед в прошлое» у них, как из прошлого, да? У них этот инструмент, при помощи которого они путешествовали во времени, был именно такой. Всем удачи, спасибо за внимание, пока-пока.